Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю яблочную пастилу. Необыкновенно вкусный фруктовый десерт, который не содержит в себе ни капли жира и желатина. Готовить я его буду на агар-агаре, и готовить я его сегодня буду именно заварным методом. Пастила, приготовленная по этому методу, всегда получается. На вкус она необыкновенно вкусная, буквально тает во рту, и уже через полчаса вот такая она плотная, упругая и полностью готовая к употреблению. С очень большим количеством яблок. Я нарезаю здесь у меня 7 яблок, достаточно крупных, зеленые яблоки лучше брать. В идеале нужен очень кислый сорт яблок. У меня самые кислые, которые я нашла в супермаркете, но лучше всего брать, конечно же, яблоки сорта Антоновка. У меня их нет, я беру обычные яблоки. Я запекала яблоки при температуре 200 градусов Цельсия буквально 15 минут. Они у меня очень такие водянистые, потому что, еще раз повторяю, что это единственное, что я смогла из кислого найти в супермаркете. Я сразу же их вынимаю из противня и перетираю через сито, причем перетираю с кожурой. В кожуре находится большое количество пектина яблочного. И удаляю вот этот весь жмых и перетираю так все яблоки. Можно брать готовое пюре яблочное. Я очень часто делаю с готовым именно пюре, покупным. Для рецепта мне здесь понадобится 750 грамм пюре. Не остужать, не уваривать мне его не нужно, потому что я его сейчас буду нагревать. Это не классический способ приготовления пастилы, поэтому не остужаем. Итак, здесь у меня продукты, которые понадобятся мне для сиропа. Я заливаю 18 грамм агар-агара 150 мл теплой воды. От 16 до 18 грамм агар-агара можете брать. Сила геля агар-агара у меня здесь 900. Если у вас сила геля 1200, берите тогда меньше агар-агара, где-то 14 грамм. Здесь у меня 500 грамм сахара. И я высыпаю весь сахар в яблочное пюре. Яблочного пюре у меня здесь 750 грамм. Полностью все описание всего рецепта будет, конечно же, под видео. Вливаю туда весь набухший агар-агар и перемешиваю. Кастрюлю берем сразу с толстым дном и достаточно высокую, потому что смесь будет пениться и брызгаться. Здесь продукты у меня для взбивания в миксере. 1 белок, 30 грамм белка и 250 грамм сахара, включая 2 пакетика ванильного сахара. И по желанию можно взять лимонной кислоты, четверть чайной ложки. Я возьму. Я люблю с кислинкой, чтобы было. И яблоки у меня не Антоновка, поэтому другого выхода у меня нет. Если Антоновка, не берите даже лимонную кислоту. Вливаю сейчас в миксер 1 белок, лимонную кислоту, ванильный сахар и на малых оборотах сейчас начинаю взбивать. Здесь очень важный момент. Если у вас венчик у миксера не достает до дна дежи, взбивайте лучше все это ручным миксером, потому что не каждый миксер может взбить 1 белок. Такая масса у меня получается белковая, как на айсинг, она чем-то напоминает ее. Бояться этого не нужно, так и должно быть в этом рецепте. И вот смотрите, с момента закипания смеси я сейчас буду варить этот сироп ровно 10 минут. Сиропа много, и поэтому нужно, конечно же, время, чтобы агар-агар начал действовать. Здесь у меня подходит 10-я минута уваривания. Из 9 делений на плите я варю на 7-м делении. Вот чтобы вам для ориентира. И все это время взбивается белок с сахаром. Вы можете взять 2 белка, тогда масса будет более воздушной. Но по классическому рецепту именно 1 белок берется на всю эту массу. Когда прошло 10 минут, тонкой струйкой с края я ввожу сироп уже в белок.
Масса сразу будет вот такая жидкая, это нормально. Сахар, который не растворился в белке, сейчас весь растворится. И взбиваю так ровно 5 минут. Здесь вот уже подходит 5-я минута взбивания. Масса уже достаточно такая у меня плотная получается. И все. Готова масса на пастилу. Она будет жидкая, то есть она гораздо более жидкая, чем на зефир. Это нормально. Противень готовим сразу, застилаем его пищевой пленкой. Здесь у меня противень 37 на 25 сантиметров. Я напишу это все в описании к видео. Сразу же разравниваем, ничего здесь не ждем. Заварная масса, вот именно заварной зефир, заварная пастила схватывается очень и очень быстро. Вы потом даже это разровнять уже не сможете. И разравниваю линейкой. И оставляю стабилизироваться буквально на полчаса. Через полчаса уже можно нарезать. У меня прошло теперь полчаса. Лучше всего выкладывать на бумагу для выпечки. Снимаю пленку, она прекрасно отстает от массы. И начинаю нарезать сейчас. Нарезаю ножом для пиццы, очень удобно. Можете обычным ножом нарезать. Нож не нужно ничем смазывать, его не нужно нагревать. Все изделия, приготовленные с агар-агаром, они превосходно нарезаются, в отличие от изделий, приготовленных на желатине. Сейчас разрезаем полосочки так, чтобы они где-то 7-8 сантиметров были в длину, как и классическая пастила. И вот смотрите, сразу я ее разламываю, она сразу вся стабильная и уже готовая к употреблению. Я ее сразу буду обваливать в сахарной пудре, и сразу же она у меня будет поедаться, эта пастила. Если же вы хотите, чтобы она у вас не мокла, чтобы она так засахарилась у вас, оставьте ее на ночь, не обваливая ее в сахарной пудре. Вот просто на решетке ее оставьте, тогда она у вас слегка подсохнет с боков, и только потом обваляйте после ночи ее в сахарной пудре. Если вам это не принципиально, можете сразу, как и я, обваливать в сахарной пудре. У меня здесь не тающая пудра. Вы же можете смешать половину сахарной пудры, половину крахмала взять. Можете просто в сахарной пудре обваливать. И вот такая красота у меня получилась. Буквально спустя полчаса после заливания массы в форму. И вот сейчас показываю, какая она есть. Она буквально тает во рту. Очень воздушная получается пастила. И очень-очень вкусная, очень яблочный вкус у нее. Вы также можете использовать и покупное яблочное пюре для этого. Также взять 750 грамм пюре. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.